Приветствую всех из морозного Петербурга. Когда как не сегодня о платьях. Офисное в стиле дресс-код, бархатное, нарядное, а может быть легкое летнее, как морской наряд. Что же их всех объединяет? Конечно, вырез. Классический вырез каре. Стильный на века. Это не наряд из бабушкиного сундука. Классика, она вне времени. Насколько она разнообразна, насколько хватит вашей фантазии, а может быть смелости. Более квадратная, скругленные углы, менее открытая, а может быть по максимуму? Какие есть особенности? Так ли это просто? И есть ли вообще хоть какие-то сложности в создании этого выреза горловины? Без нюансов технологии, но какие есть варианты обработки среза? Когда еще нет опыта в создании обработки воротников, или нужно красивое обрамление шеи без броской обработки элементов кроя, прекрасно подходит классический вырез горловины в форме каре. Вырез горловины каре в лучшем виде скругленным. Романтичный, элегантный, классический вырез. Он подходит для домашних, офисных, вечерних нарядов многим. Отлично для нижнего типа фигур, узких плеч, не так утяжеляет лицо, шея выглядит длиннее. Прекрасен сам, без броских элементов кроя, являясь украшением. В то же время не является излишним, открывая тело для ювелирных украшений. Следующий нюанс. Определяя степень открытости, надо учитывать, на каком расстоянии плеча от точки основания шеи проходит линия лямок нижнего белья, чтобы не открыть лишнего. А лямки бывают очень разной ширины. Также рекомендую заранее сантиметров на себе замерить примерные границы глубины и ширины нижней линии горловины для сравнения желаемого и предлагаемого сейчас варианта. Очень важно понимать линии переда, рельеф своей фигуры. Если сильно расширить, углубить вырез, может получиться подчеркивание провала в переходе с грудной клетки на плечо. Не только визуально окажется не слишком удачный вариант, а еще и в глубине отразится лишнее, что не хотелось бы показывать. Например, белье, особенности кожи, фигуры. При необходимости можно часть выточки перевести к линии горловины около 6-7 мм. На линии плеч это около 1,5 см шириной. Выточка по центру переда для достаточно углубленных моделей. Такой существует распространенный вариант кроя. Я же считаю его не самым удобным, особенно для новичков. Предлагаю для разных типов тканей, когда слишком углублен лиф и нижняя линия не прилегает к телу, либо при наклонных движениях излишне открывает рельеф фигуры. Естественно, что там волнообразная линия, и она гораздо длиннее, чем прямая линия горловины. И она никоим образом не притягивает к себе ткань. Под силой притяжения ткань спускается вниз, открывая излишнее. Первый вариант – это по центру, вертикально, если позволяет ткань, постараться сутюжить эту область. Естественно, заранее надо небольшой запас вверху иметь, чтобы сутюжка в высоту не дала прогиб и линия осталась горизонтальной. Сутюживать надо ширину, чтобы в этом месте ткань подстянулась, стала чуть уже, больше примыкала. Либо, если нет опыта или желания сутюживать, но есть нагрудные выточки, значит надо рельеф этих выточек провести не прямыми линиями, а выпуклыми от центра, чтобы у каждого свое расстояние от высшей точки груди, поэтому именно на этом расстоянии, где меньше всего тело, а ткань проходит по прямой, именно на этом расстоянии провести выпуклый рельеф выточки от центра. Чтобы раствор выточки был шире, ткани осталось на этом расстоянии от центра груди меньше. Даже если это не центр лифа, то общая длина на каком-то расстоянии от центра груди, где наименьшее всего количество тела, там должно быть наименьшее количество ткани. По всему периметру оно уменьшится, и вся длина будет стянута, где бы ни находилась выточка. Когда вырез горловины приемлемый, достаточно скромный, не излишней глубины, то какая линия ткани на рельефе груди, закрывающей этот рельеф, неважно, а при достаточном углублении нужно, чтобы ткань гораздо лучше примыкала. Поэтому возможность сутюжки, то есть уменьшения с помощью влажно-тепловой обработки, либо выпуклыми линиями выточки, когда она уменьшает количество ткани, поможет тянуть ткань и оставить как можно меньше ее.
а значит гораздо больше будет примыкания. По поводу выреза горловины спинки. Вырез горловины спинки может быть любым, изначальным, округлым, либо также более спрямленным, приближенным к квадрату, квадрат со смягченными углами. Исключительно все по желанию модели. При расширении переда, когда с плеча от шеи снимается какое-то количество миллиметров, сантиметров, такое же расширение должно быть по плечу со стороны спинки. Если построение предусмотрено на базовой основе с нагрудной выточкой из плеча, лучше заранее перевести ее в другое положение, например, в боковой срез, чтобы она не бросалась в глаза и не мешала также моделированию. Итак, для создания выреза горловины каре нужно сделать следующее изменение базовой выкройки. Вырез каре может быть не только более глубоко и квадратно оформленным, он может быть сформирован выточками, составными частями разных материалов. То есть это не только гладкая поверхность, у которой углублена в более геометрически четком варианте горловина. Это также разная рельефность. Пример оформления. От линии горловины переда, от нижней линии, горизонтальной, спуститься вниз примерно на 8 см. От точки основания шеи влево по плечу в сторону проймы сместиться на 2-4 см. От вертикали центра по сниженной горизонтальной линии в сторону проймы отложить около 8 см. Так как от центра переда расстояние между последними двумя точками разное на горизонтальных линиях, то вырез будет не совсем квадратным, а немного трапециевидным. Другой интересный вариант. Если лиф отрезной и можно поменять направление талиевой выточки, то этот вариант предлагаю рассмотреть. Если у лифа уже заложена свобода облегания, то выточка не забирается от центра груди в ноль. Итак, наметить для себя линию горизонтальную центра груди. Когда выточка находится у нас из бокового шва к центру груди, отступить от центра груди в сторону бокового шва 2-3 см, из новой точки провести выточку к плечу. Естественно, она будет уже немного меньше. Она уже немного меньше заберет ткани. Также талиевую выточку через проведенный ориентир центр провести к плечу. Параллельно нагрудной выточке, проведенной к плечу. Через центр груди проводить талиевую выточку. Предлагаю провести их выгнутыми, красивыми изогнутыми линиями. Изгиб к центру тела. После этого чуть-чуть их укоротить на 2-3 см. Далее линию горловины также опустить сантиметров на 8 ниже, провести влево линию горловины. Предлагаю верх плеча снять до проведенной талиевой выточки. Весь объем, который был заложен на объем талии, объем груди, остается тем же. Просто он иначе сформирован выточками, они переведены в другое положение. Все остальное осталось так же. Но вместо двух стандартных выточек от груди вниз талии сверху два красивых рельефных шва. Воспринимаются глазом они не как выточки, а как красивые элементы кроя. Какая может быть обработка среза? Срез может быть, конечно же, обработан кантом. В зависимости от того, какая ткань, какое предназначение изделия, однослойное или двуслойное, то есть на подкладе, обработка среза может быть разнообразной. Также возможна обработка тканью, огибающий срез через край. Достаточно классической, корректной и без возможных недостатков простая обработка для однослойных изделий – это обтачка. Для новичков может показаться простым просто создать желаемую форму выреза, удалить излишки вырезав по желаемой форме, оставить припуск на обработку. Но обтачки для обработки однослойных изделий могут быть подкрайными, то есть нужно взять для создания обтачки двойной сложенный лист бумаги, сложить изгибом к центру изделия, обвести
край изделия на ширину 4-7 сантиметров, добавить припуск. Ширина обтачки зависит еще и от толщины ткани. Обтачка может быть по косой. Все зависит от ткани, от выреза, назначения изделия. Двойную подгибку для обработки горловины использовать нежелательно, только если совсем непритязательное по использованию платье. При каких-то пробных работах для обучения шитью, макеты. Все же подгибка требует большей длины, чем имеется у среза. Взять ее неоткуда. Потому попытка обогнуть вырез, имеющийся меньшей длиной, ведет к растяжению, деформации горловины с последующим отставанием от тела даже в малой глубине выреза. Для процесса примерки советую линию выреза горловины отстрочить. Либо проложить строчку по краю горловины вручную, либо на машинке с минимальным нулевым натяжением для предотвращения от растяжения во время примерок обработки. Современные платья, если присмотреться, сарафаны, платья разного направления очень часто имеют квадратные вырезы горловины, возможно, с какими-то выступами-уступами, которые изначально не бросаются в глаза как квадратные. Но они всегда были популярны, возможно, скрываясь за немного видоизмененным кроем. Но советую все же иметь в гардеробе топы или платья с данной линией горловины. Они всегда будут вне времени. Присмотритесь к выкройкам, книгам, фильмам, которые были 100 лет назад, во время Екатерины, 30 лет назад, современные подиумные, год назад. Видео посмотрите, они есть везде. Повторюсь еще раз, классика вне времени. Надеюсь, здесь нечего вспоминать. Все и так понятно. До новых встреч!